А спонсор сегодняшнего ролика – мой инстаграм. Подписывайся на мой инстаграм, здесь очень много интересного. Под каждым постом имеется интересная история, ежедневные сторисы, а также новости из мира криптовалют. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker. И сегодня у нас такой экспериментальный ролик. Мы запустим небольшой эксперимент, чтобы посмотреть, как у нас работают разные шаг-сетки. Потому что возникает много вопросов, какой шаг сетки лучше ставить, широкий или узкий. Тут как бы все неоднозначно, потому что более маленький шаг сетки у нас сжирает комиссия большую часть прибыли, и мы получаем меньше процентов. Это все в теории, потому что, как бы комиссия тейкер и мейкер, она одинаковая на любой объем торгов получается. То есть мы одинаково заплатим 0,1% вот этот со $100 со сделки и 0,1% собственно там с $10 сделки, да. И по идее 10 сделок по $10 с комиссией 0,1% у нас по идее по цене, по сумме должно равняться одной сделке на $100 по комиссии. Поправьте меня, если я не прав в комментариях, потому что я долго об этом думал, размышлял, и вроде бы как бы математически все получаться должно именно так. То у нас вне зависимости от шага сетки у нас комиссия должна быть одинаковая, что на 10 сделок по $10, что на одну сделку на $100, потому что 0,1% он в любом случае должен быть таким. В общем, понимаете, да? Напишите в комментариях, если я не прав. В теории, то есть это все тест у нас всегда показывает, что при шаге меньшем мы зарабатываем меньше процентов. При шаге больше мы зарабатываем больше процентов. В теории это может быть потому, что у нас цена проходит большее расстояние, чтобы совершилась сделка. Таким образом мы получаем больше прибыли за счет более длинного пути цены, так сказать. Но в теории, чем меньше процент, тем чаще совершаются сделки. И какие-то, собственно, движения, вот такие, допустим, мы можем не забрать, если у нас стоит 1%, например, шаг между гридами, да. То есть если стоит, к примеру, даже 2%, да, то вот это у нас все часовик. И то есть вот эти часы, раз, два, три, четыре, пять, шесть часов, мы бы не совершали вообще никаких сделок, потому что волатильность слабая. Да и у нас имеется вот такая, так выразиться, буферная зона, да, когда у нас сделки не совершаются. То есть у нас шаг сетки 0,3 и примерно в 2 шага сетки у нас имеется вот эта буферная зона. Чтобы, то есть, бот зарабатывал, цена должна пройти какое-то расстояние. И по идее, если у нас здесь будет 1%, то эта буферная зона будет размером примерно в 2%. Давайте даже вот посмотрим, просто сделаем. Вот видите, получается, что здесь у нас между гридами 1%, а тут как раз вот получается 2 с небольшим процентом. 2% скорее всего, просто это отображение так работает. Понимаете, да? И вот, кстати говоря, отличный пример, что тут, допустим, тень не зацепила уже, как мы видим, тут зацепила. То есть вот тут, где тень не цепляет верхние и нижние гриды, у нас не совершались бы сделки вообще. Но если шаг сетки 0,3, допустим, у нас гриды тени задевают свечей, следственно, здесь сделки бы были каждый час. И, собственно, немного непонятно, почему у нас больше шаг сетки, несмотря вот на такие даже моменты, показывает большую доходность. Поэтому мы сейчас сделаем небольшой эксперимент. Мы запустим на одинаковую сумму с одинаковыми верхними и нижними ценами, собственно, ботов. Единственное отличие будет только шаг сетки. Все остальное у нас будет абсолютно одинаковым. Таким образом, мы в течение 2-3 недель или месяца сможем посмотреть на конкретном примере, сколько у нас заработает широкая сетка и сколько заработает узкая. Точнее, не сетка широкая и узкая, а шаг сетки больший или меньший. Так как мы не можем две одинаковых пары запустить, то с меньшим шагом сетки мы запустим BUSD, а с большим шагом сетки запустим просто USDT. То у нас вот такая пара имеется, BTC ST BUSD. Кстати говоря, показывает очень даже неплохую доходность за счет вот этих, естественно, высоковолатильных движений. И тут за месяц мы видим аж, кстати, извиняюсь, не за месяц. Нет, за месяц. Вот тут не за месяц, говоря. Вот, за 2 недели давайте посмотрим. За 2 недели 17%, за 1 неделю 7%. То есть около 1% в день мы должны стабильно примерно получать. Мы запускаем бота. Настройки я прям не буду прям сильно-сильно анализировать, корректировать. То есть можно было бы сделать и вот так на самом деле. Раз я сделал, то давайте так и оставим. Шаг сетки у нас также не меняется. Вот, давайте посмотрим еще раз настройки. Вот, давайте запускаем такого бота. И запускаем ровно такого же бота, только USDT пару. И тут уже, так, давайте подкорректирую сейчас. Тут уже давайте потестируем, то есть вот они такие же настройки идентичные. Давайте посмотрим, тут у нас доходность. Видите? То есть при более широкой сетке мы получаем доходность аж 86% за месяц, да?
То есть 0,9, тестировать 89% за месяц. Ну-ка, давайте 1,5. Наверное, вообще какой-нибудь космос будет, да? 96%. Понимаете, да? Но, видите, мы вот тут, ну, кстати говоря, как так получается-то? Это не попадает у нас... 22 число, да, не попадает у нас после 22 число. Это 14 дней, 30 с чем-то процентов. Но видите, у нас вот здесь волатильность не забирает, собственно, вот эти свечи. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 часов у нас не происходило бы сделок никаких вообще. Так что давайте, наверное, запустим что-то, наверное, среднее, типа 1%, наверное, я не знаю, 29%, 1,5, 31%. Давайте 1% сделаем, чтобы у нас, ну, как-то, ну, это адекватнее было, что ли, я не знаю. Давайте запускаем здесь 1%. Погнали. Запускаем. Отлично. Вот мы видим, настройки абсолютно одинаковые. Ну, верхняя цена, нижняя цена одинаковые. Видите, настройки? Уровни разные у нас и закупка разная за счет, естественно, разного количества гридов. Итак, если в процессе эксперимента вы хотите посмотреть на результаты в процессе, какой вариант дает больше, то почему бы USD $4000? Ой-ой-ой-ой. Итак, друзья, ошибочка немного вышла, и я неправильно запустил, я не обратил внимания на инвестиции, запустил на 4 с лишним тысячи долларов. Так что мы исправляем сейчас эту ситуацию и запускаем, собственно, то же самое. Ну, по времени прошло совсем чуть-чуть, 4 минуты, сделок никаких за это время не происходило, так что ничего страшного. Я исправил ситуацию, извиняюсь. Все, у нас теперь запущены идентичные совершенно боты, только с разным шагом сетки. Можно было бы еще запустить на Poloniex, потому что здесь есть только Poloniex, еще эта пара, и, допустим, с 1.5 шагом сетки, но там никакая волатильность, поэтому, к сожалению, вариантов больше нету. Так что посмотрим на двух вариантах. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какой опыт имеется у вас, будет интересно послушать. Ну а на сегодня все, всем спасибо, друзья, всем счастливо, всем пока.